Всем привет, с вами Дикий Лось, и сегодня я расскажу вам, как провисеть на крутящемся турнике 2 минуты и более. Поехали! Пока европейцы вовсю пытаются провисеть минуту 40, а это именно то время, которое необходимо провисеть на крутящемся турнике, чтобы заработать 100 баксов, мы вовсю боремся за 2 минуты. Да, в СНГ именно такой регламент. Нужно провисеть 2 минуты, чтобы выиграть в 10-кратном размере. Иногда я даже встречал аттракционы, где нужно провисеть 3 минуты. Но 3 минуты могут провисеть считанные люди, и скорее всего это будут профессиональные альпинисты. На крутящемся турнике мы с моим коллегой зависаем уже примерно год. Но поначалу, когда турника не было, мы использовали обычный гриф. Выглядело это примерно как-то так. Просто брали и ложили наверх гриф. Он катается, естественно, под собственным весом перекатывается. И зависали на нем на максимальное время. Изначально вис на таком грифе у нас составлял примерно минута 30, минута 40. За неимением лучшего мы тренировались в таких условиях, в которых приходилось. Затем с течением времени я приобрел вот такую вращающуюся перекладину. Мы вешаем ее в зале, на улице. Сейчас зимой, конечно, висит этот турник у нас в зале. И также начали на нем зависать. Поначалу время было тоже небольшое. И так прошел почти год, мы усовершенствовались и купили что-то грандиозное. Это также крутящийся навесной турник, который можно подкрепить к любой конструкции, что очень удобно. Можно использовать его практически везде. Единственное во всем этом общее, это то, что все эти перекладины вращаются. Но разница лишь только в диаметре. И это самое сложное. На тонком турнике висеть проще всего. Вы просто висите через боль. Вы глубоко возьметесь, пальцы закрутит, но вы будете висеть. То если брать уже такой турник в расчет, здесь даже пальцы еле друг с другом соприкасаются. Это усложняет хват. На такой перекладине вы не провисите 2 минуты. Даже минута 40 будет реальной проблемой. Если бы я организовывал этот аттракцион, конечно, я бы использовал как можно толще перекладину, примерно 45-50 мм. Это бы полностью уменьшило ваши шансы на победу. Таких людей, кто провисит на толстом турнике, вот 45-50 мм диаметр, 2 минуты, я просто не встречал и просто их не знаю. Я специально посмотрел в интернете, в Европе, даже в России, в Украине, кто на каких перекладинах висит. Я не встречал таких толстых турников. То есть мне многие писали в комментариях, что там диаметр 50 у всех. Да, не встречал такого. Максимум там 35-ка, ну может 40-ка местами встречается, а где-то даже еще меньше. И что я вам хочу сказать, если вы не хотите быть обманутым, ни в коем случае не висните на турнике, на котором вы не можете соединить пальцы, взять их в замок, закрыть либо сверху, либо в замок. Это очень важно. Это все равно, что если бы вы висели на такой перекладине. Ну это просто неблагоразумно. Повиснуть на ней можно, а провисеть. Поэтому я рекомендую, если диаметр перекладины больше, и вы не можете закрыть в замок свои пальцы, этот аттракцион не для вас. Смело проходите мимо. Именно так должна выглядеть перекладина, чтобы вы могли нахлестнуть пальцы друг на друга. Это очень важно. Я берусь хват в замок. То есть я большой палец максимально обкладываю и накрываю его сверху 2 указательным и средним пальцем. Также и на этой руке. И просто весом вешаю и закрываю его. Конечно, ощущения неприятные, даже довольно больно где-то после 1,5 минуты. Но тем не менее это работает и это помогает. Хотя многие не могут вытерпеть именно саму боль, потому что большой палец, как будто, видите, его отрывает под собственным весом. Чтобы улучшить свой вис на крутящемся турнике, необходимо укрепить наши пальцы. Одно из упражнений я рекомендую, это отжимание на пальцах. 3 подхода на максимальное количество раз с отдыхом в 3-5 минут между подходами. Очень важно при этих отжиманиях, чтобы ваш вес располагался именно на пальцах. То есть нельзя, чтобы ладонь касалась пола, только на пальцах. Если вам сложно, пробуйте делать сначала с колен.
Так же, как отжимания на пальцах, я советую включать в свои тренировки вис на пальцах на максимальное время. Все выполняется на максимальное время с отдыхом между подходами примерно по 3-5 минут, смотря в зависимости от того, кто как восстанавливается. Сугубо на пальцах. И также включаем сюда подходы подтягивания на пальцах. Также максимальное количество раз, сколько можете вытянуть. На пальцах это значит, что мы подтягиваемся почти на самых кончиках, на наших подушечках, и ладонь у нас при этом полностью открыта. Максимально на кончиках. Укрепленные пальцы помогут вам затащить эти считанные секунды, которые так нужны для победы. Потому что в самом конце, когда силы уже на исходе, наш вис приходится именно на пальцы. Одно из условий, если вы хотите провисеть на крутящейся перекладине, нужно по максимуму избавиться от лишнего веса. Накануне, за пару дней до этого, как-то максимально скинуть лишние килограммы. Ну и перед самим висом это максимально облегчить свой вес, снять тяжелую обувь, можно лишнюю одежду, принять исходное положение, максимально удобное вам, на ширине плеч или узко, кому как удобно, и зависать. Поэтому одна из важных составляющих – это весить как можно меньше. Миха весит на 10 килограмм меньше меня, ему проще висеть. То есть этот факт. Меньше вес плюс ваши тренировки равно успех. Хочу сразу также сказать, что разрешается обычный вис, обратный вис, разноименный вис запрещен. Изначально мы начинаем висеть на ровных руках. Затем в конце, когда, например, остается 10 секунд, мы подтягиваем себя немного спиной. Видите, руки вообще не работают. Спиной. И напрягаем бицепс. И стараемся вывесить в этом положении. На данном турнике я чуть ли не в передний вис захожу, когда мне вообще уже тяжело. Тело уходит конкретно вперед. Как будто пробуем подтянуться. Бицепс забирает значительную часть. И так можно еще вытянуть нормальное количество секунд спиной и бицепсом. Так что тоже возьмите это на заметку обязательно. Специально сниму майку, посмотрите, как включается спина. Мы висим изначально на ровных руках, а затем, когда заканчиваются силы, включаем спину. Спину и бицепс, как я говорил. Как будто пробуем себя подтянуть к турнику, но при этом не подтягиваемся, потому что пальцы разожмутся. Хват остается таким же, только спина и бицепс включаются. Также можно слегка воспользоваться магнезией. Она отлично подсушит кожу и придаст наилучшую сцепку с турником, что также вам поможет вытащить эти пару победных секунд. Вдобавок ко всему можно было бы еще добавить хорошую разминку. Но когда я поставил свой рекорд 2 минуты 45 секунд, я вообще не разминался. Практически это было сразу даже после завтрака, буквально через 20 минут. Второй мой результат это 2 минуты 30 секунд. Я перед этой попыткой также не разминался. При этом я даже чувствовал, что я не провешу и 2 минут. В общем, вот такая непонятная аномалия, друзья. Я люблю экспериментировать над собой, работать в разных условиях. Я также выполнял вис с дополнительным отягощением, но сегодня я хочу поработать в таких экстремальных погодных условиях. Давайте посмотрим, что из этого выйдет, удастся ли мне зависнуть на 2 минуты. На улице минус 10 градусов холода, зима, я попробую зависнуть именно на улице. Я давно это хотел. Возьму этот турник и отнесу на улицу. Подготовка. 3, 2, 1. Тренировка. Вот такие секреты я вам открыл, а теперь давайте подведем итоги. Итак, весить как можно меньше, желательно до 70 кг. Скинуть с себя лишнюю одежду. Подобрать удобный для вас хват. Использовать магнезию и другие средства для лучшей сцепки. Включать спину и бицепс. Укрепить пальцы и хват. Не зависать на перекладинах, диаметр которых более 40 мм.
pockets. I've been living wild, I'm just going through the motions. Stumbling out До the минуты, grab да? my hand, gave me the notion. Swimming in your water, but it feels just like the ocean. I can't lie, I've really been addicted to you. All of my attention I've been giving to you. Caught up in my feelings, I got feelings for you. Caught up in my feelings, I got feelings for you. On my mind, I can't lie. On my mind, I can't lie. Hold you down till you try. Hold you down till you try. All the time, ease my mind. All the time, ease my mind. I know that you're dangerous, I'm addicted to you. I was sipping more for 2 years straight to the face. Champagne belly bubbles still won't go away. Last year my best man hit a stain with bad face. Now he's got a LB on the water's cold case. I wake up with pain sometime and never go away. Wonder why I bow to my knees when I pray. In my city gritty, gotta get out of the ways. Or you might be a victim, they'll find you DOA. I can't lie, I've really been addicted to you. All of my attention, I'm to you. In my feelings, I got feelings for you. Я думал, просто примерзну к этому турнику, руки отмерзают, ну и естественно забиваются, как бы интенсивно не дышал, не обогащал мышцы кислородом, все равно они свернулись, ну и сил, конечно, держаться нет. Все-таки удалось закрыть 2 минуты, я рад. Причем последний месяц где-то с Мишей мы не тренировались, не висели. Нужно возобновлять вис на перекладине. Все-таки однажды научившись, нужно просто это поддерживать, и оно останется с вами. Чтобы вы понимали, как холодно. Развивайтесь, преодолевайте себя, занимайтесь спортом на постоянной основе. Ну а с вами, как всегда, был Дикий Лось. До новых тренировок. Всем пока.